Всем привет, на связи Джексон Геймер, и это на 60 секунд в BeamNG Drive. Давай я тебе быстро расскажу правила. Первое — это довести тачку от точки А к точке Б. Второе — довести без технических повреждений. Третье — без визуальных, с минимальными повреждениями или вовсе без визуальных повреждений. Четвертое, значит, приехать без копов на хвосте. Далее пересесть в неприметную тачку и, самое главное, ехать агрессивно. Что ж, тень работает на голову одной мафии. Как так получилось? Смотри BeamNG Drive Stories. Подсказка на экране. Итак, Дон сказал, что машина, на которую нужно угнать, принадлежит одному не особо влиятельному мафиознику и его команде по ралли. Дело в том, что этот подлец решил установить на свою машину закись азота, что запрещено правилами, а Дон не любит, когда кто-то играет грязно. Также не стоит забывать, что мы в итальянском городке, находящемся под купленной полицией этого мафиозника, поэтому копы будут пытаться уничтожить наше авто. Однако у нашего Дона здесь влияние населения, поэтому нам ни в коем случае нельзя задевать трафик. Это событие пошатнет и без того хрупкую репутацию подлеца, и наш Дон не только накажет грязного мафиозника, но и получит выгоду. В этот раз внешние повреждения разрешены. Нам нужно лишь довести машину до доверенного механика. Что ж, ну а вот наш автомобиль. Давай, собственно говоря, тень. Как всегда, взламывай тачку, и мы поедем. Тут трафик что-то скопился, конечно. Все, открыл. Отлично. Включаем худ. Он нам понадобится. Так, тихо. Не забываем, что мы можем получать повреждения визуальные, а вот трафик лучше не таранить. Так. Маршрут я уже изучил, естественно. Поэтому нам лучше через город проезжать. Так более эффективно получится для данного автомобиля. Так, хорошо. FPS мало, потому что, ну, это, во-первых, самая тяжелая карта в BeamNG Drive. Из официальных, конечно же. А во-вторых, все-таки автомобилей много. Но, надеюсь, это не смотрится как-то прям совсем плохо. Тихо, переборщили со скоростью. Да, серьезно, зацените BeamNG Drive Stories. Если вкратце, то это что-то типа... Так, ну это уже точно нам не подходит, потому что мы трафик протаранили. Это нормально. Нам разрешены повреждения. Главное, чтобы это были не технические повреждения, потому что нам нужно доставить машину, чтобы механик посмотрел, нашел, подтвердил, что это закись азота. Вот. Поэтому машина только из порта собиралась выезжать. Буквально ей там несколько часов оставалось. Хотели эту машину они утопить, говорят. Вот, поэтому мы крайне вовремя. Отлично. Конечно, насчет неприметной тачки в этой серии и в последующих уже
можно, наверное, и забыть, потому что мы работаем на мафию. Опа, мы зеркало снесли. Слушай, нам же вообще нельзя цеплять трафик. Я думаю, что вообще нельзя цеплять трафик. Так. Поэтому по новой поехали. По новой поехали. Вот. Ты сейчас такой сидишь, думаешь, ну ты уже, наверное, проезжал этот маршрут, раз ты сказал, что изучил маршрут, да? Да, я действительно проезжал маршрут, потому что я изучаю изначально маршруты не для того, чтобы проехать их, знаешь, хорошо как-то. Я проезжаю буквально несколько раз, чтобы понять, насколько интересен этот маршрут для серии, насколько долгий он и насколько сложный он. Чтобы не получилось так, что серия слишком долгая или слишком короткая. Почему мы так легко скрываемся от полиции? Мне кажется, всего... А, нет, вот есть. Слушай, почему-то... А, вот теперь идет... Вот теперь идет за нами погоня. Так, окей, проезжаем. Поэтому все нормально. Я не заучиваю маршруты, я не... Чего, то есть вот... Все, что мне нужно было сделать, это чтобы меня навигатор повел по другому маршруту. Дальше он меня будет вести правильно. Я их не заучиваю. Блин, мы технически повредили автомобиль, если что. Ну ты видел, там драйвшафт сломался. Вот. То есть я не заучиваю маршруты, все хорошо. Все классно. Более того, я тебе скажу, что я сначала нахожу эти маршруты, да, ищу их, а после только через примерно несколько месяцев начинаю проходить эти маршруты. Поэтому я уже могу забыть, легко забываю, вернее, где там нужно сбавить скорость. Вот ты видел, да, там есть поворотик такой, на котором нужно притормозить. Я каждый раз забываю про него. Поэтому да, это все окей. Но да, я не скрываю, действительно, маршруты я изначально ищу. Потому что если просто брать рандомный маршрут, то он может получиться слишком быстро. Ладно, если он слишком долгий, это одна проблема. А если он слишком быстрый, это уже совсем другая проблема. Потому что сколько у нас 4 серии уже вышло, да, это считай 5-я, и даже с теми маршрутами, которые были мной проверены, такое случалось, что они заканчивались буквально за короткое время. И приходилось по несколько раз проезжать, чтобы хотя бы чуть-чуть растянуть серию. Вот, поэтому да. Так, слушай, ну пока отлично, пока все хорошо. Мне кажется, что мы сможем это проехать. Просто здесь дорога очень... Ох, это было близко. Дорога очень... Тихо. Я не подвеску... Подожди, это важно. Это важно. Это важно. Мы, если каким-то образом... По-моему, мы чуть-чуть ему... Слушай, мы ему сняли бампер, да? Мы ему сняли бампер. Подожди, а где его бампер? А где его бампер? Подожди, вот это валяется, что ли? Я не специально, серьезно говорю. Как есть, я не специально, я случайно его зацепил. Я не хотел его цеплять. Вот. Ладно. Ладно, давай, тень. Ты сможешь. Ты и не такое крал. Ау. Я надеюсь, мы колесо повредили. Ясно, да? Бывают и такие, конечно. Бывают и такие тупые повреждения, которые мы получаем. Тем не менее, где весь трафик? Так.
Закись мы не расходуем, потому что нам нужно довести машину в целости и сохранности. Нужны же доказательства того, что... Оп, спасибо, трафик. Люблю трафик в Бимке, потому что он научился как и избегать столкновений, так и порой он тупит и наоборот на тебя вылетает. Это действительно прибавляет веселья определенного. Правда, когда не нужно, это наоборот раздражает, но тем не менее, да. В любом случае, это очень интересно, что трафик способен... Вот я, видишь, я не помню скорость, какую нужно держать в этом повороте. Вот. У нас заметил, кстати, да, как-то через раз то полноприводная машина, то заднеприводная машина, то полноприводная, то заднеприводная. Через серию. Задний привод, потом в следующей серии полный привод. Потом задний привод, потом снова полный привод. В прошлой серии у нас, по-моему, как раз был задний привод. Что у нас было? Да, задний привод. У нас была типа Ford Crown Victoria. Так. Проезжаем. Отлично. Что ж, если хотите знать историю персонажей, как это дальше все будет происходить, что будет происходить, смотрите Bimage Drive Stories, я уже сколько раз сказал. Смотрите Bimage Drive Stories, действительно, потому что я над этим видео стараюсь. Надеюсь, они интересные. Да, мы повредили, конечно, колесо. Это не есть хорошо. Так. Окей. Это было совсем ужасно. Я понимаю. Если бы мы просто задний бампер сняли, там мы просто зацепили задний бампер и немножко крыло, скорее всего, помяли, я не успел заметить. Вот, но колесо было заднее целое. Если бы я дальше передом не стукнулся, то было бы все отлично. Так, мы тем временем скрылись. Очень интересно. Блин. Ну вот почему зеркало? Почему зеркало? К слову говоря, я не против. Если вы будете предлагать в комментариях, какие машины угнать, главное, чтобы эти машины были из, скажем так, ванильного Bimage Drive. Это чтобы были не моды. Можете даже предлагать карты. Я не против. У меня есть и свои идеи, но я не против рассмотреть ваши. Вот, да, раз мы заговорили про комментарии, то я думаю, самое время нажать лайк, подписаться на канал, если еще не подписаны. Собственно говоря, написать любой комментарий, может быть, с предложением, как я уже сказал, выйти замуж, да, что? Нет, в общем, с предложением, либо просто какой-нибудь осмысленный или не очень комментарий. Все комментарии, естественно, я читаю, но потому что я все-таки не миллионник, да, чтобы пропускать что-то. Поэтому очевидно, что я не пропущу ваш комментарий. А тем временем мы потеряли бампер и едем аккуратно. Тихо, 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 тихо. Едем-то мы агрессивно, но при этом нам тормоза-то все-таки нужно использовать. Здесь АБС, по-моему, нет, да? Вроде бы нет, потому что тормозит она крайне резко. Хорошо, отлично. Что у нас еще тут
копы, конечно, на довольно быстрых автомобилях, поэтому крайне хорошо, что мы не поехали по навигатору изначально, потому что изначально навигатор ведет по шоссе. Это как бы раллийный автомобиль, у него максималка абсолютно невысокая. Я бы даже сказал, близка к стоку, возможно, даже полностью стоковая. Там у него 240 км в час. Тихо, тихо, тихо. Так. Отлично. Немножко дрифта на полном приводе. Здрасте. Хорошо, проезжаем. Отлично. Немножко агрессии. Подожди, он меня догоняет там, по-моему. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы мы технически ничего не повредили. Вроде ничего не повредили. Главное, чтобы он дорогу еще не перекрыл. Какой вежливый, однако итальянский полицейский. Тихо. Так, наручники протянули, потому что могли врезаться. Могли врезаться серьезно так. Какой вежливый вот, однако, итальянский коп. Тихо. Так, тихо, давай назад, назад, назад. Я слышу, там несется. Ладно. Я думал, у меня просто сейчас взад едет как. Или в бочину. Куда он там успеет? Тихо, тихо. Нет, не подумай. Я не специально, потому что серия, да, короткая получается. Хотя это выглядит именно так. Я просто думал, сейчас красивенько зайду, потом переложусь в другую сторону, ручника дергну, да, чтобы... Но я что-то со скоростью, конечно, не рассчитал совсем. Ладно. Мы уже были близки, поэтому я не думаю, что это будет для нас сложностью какой-то. Давай, тень. Ты еще тот великий автоугонщик. Здрасте. Вот за мной и полиция. Прихвостни, скажем так. Тихо, тихо, тихо. Отлично. Это что было? Ну ё-моё, вот если бы мы не зацепили, там по технической части, по-моему, вообще ничего не было повреждено, поэтому если бы мы не зацепили, продолжили бы движение спокойно. А так, крайне неудачно вырулили. Он решил продолжить движение, из-за чего мы, конечно, врезались. Так, трафик, в сторону, пожалуйста. Отлично. Спасибо, копы. Спасибо. Вы так хорошо работаете, что я прям удивлен. Вот здесь проскочили. Здрасте. Так, хорошо. Пока все хорошо. Однако... Так, это было неприятно. Зато смотри, будто FPS больше стало. А, нет, все. FPS стало снова так же, как и было. Похоже, машины спавнились. Тем не менее, ладно. Мы продолжаем наш путь. Путь Робин Гуда. Хотя, конечно, можно поспорить насчет Робин Гуда. Но да ладно. Кто знает, как сложится судьба тени. Кто знает. Ну, только я, естественно, потому что я пишу сценарий. Ладно. Ладно. Это было неловко. Это было крайне неловко.
Тихо, 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 тихо. Так, отлично. Все, давай уже, Тень, просто доедем. И это не будет просто лишь твоим сном, представлением о всех рисках. А мы просто уже доедем до точки. И все. Я надеюсь, сейчас косяков по записи не будет. Хотя я без понятия, в чем проблема с записью, но постоянно почему-то запись из наушников накладывается на дорожку с микрофоном. Хотя у меня раздельные дорожки, если что. Поэтому это очень странно. Я не могу решить эту проблему, правда, нигде не нашел ее решения. Абсолютно нигде. Поэтому если кто-то вдруг знает, милости прошу тоже в комментарии, ну или можете в личку написать мне в удобную вами соцсеть. Я буду только рад такой помощи. Потому что я так и не нашел, честно говоря, в чем проблема, почему так происходит. Тихо, отлично. Чуть не зацепились крылом. Ну, это, в принципе, было бы... в рамках разумного. Так. Но это не мы протаранили. Тут все нормально. Это не мы протаранили. У копов и так отношение плохое. Давай мы тебя в дерево отправим. Вот так вот. Все, пошел в задницу. Поэтому мы тут отношения не ухудшили, честно говоря. Тут все нормально. То, что они таранят, это понятное дело. Они и без нас их таранились. Тихо, 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 тихо. Ух, отлично, вырулили. Не стоит забывать, что здесь нет АБС. Насколько я могу чувствовать, здесь нет АБС. Я просто не успеваю смотреть на скорость и на приборную панель. Блин, нам нужно побыстрее. Ух, нам нужно побыстрее. Вот этот фриз был очень не кстати. Если бы... нет. Надо было ручника дергать. Стой, тихо, подожди. У нас, по-моему, в технической части вроде как... Нет, у нас... Я хотел сказать, что у нас система наддува повреждена. И мне вырвало колесо. Это гораздо нагляднее, да, техническое повреждение, я думаю. Тут уже точно можно заметить, что что-то не так с автомобилем. Ну или можно было приехать, да? Так, кто заметит? Просто встать правой стороной автомобиля, и никто не заметит. Главное, к стенке его прижать левой стороной, и все. Так будет вообще все в порядке. Ладно, давай Тень. Все, это уже не смешно, это довольно долго длится. Не хотелось бы, чтобы эта серия, как и предыдущая, была на 40 минут. Отлично. Я помню, что вот эти столбики почему-то, конкретно эти столбики... Безумные копы. Безумные. Он несся прямо на меня. Прям в лобовую. Еще и без спецсигналов. Вообще супер. Вот почему-то именно в городе эти все столбики, они непрозрачные. Это, конечно, классно, но хотелось бы, чтобы все столбы были непрозрачные. А то так как-то даже не знаешь, делать себе поблажку, когда ты проезжаешь через столб, или не делать. Окей. Несемся на пути к успеху. Да. Не получилось, не фартануло. Давай. Ты точно сможешь. Ты точно сможешь.
Мы в тебе не сомневаемся. Ведь так? Напишите в комментариях, кто сомневается. Я вас найду. Вот. Вроде все окей по технической части. Трафик решил нас пропустить. Хороший трафик, конечно, но, по-моему, он там просто врезался. Тихо, 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 тихо. Лучше здесь проехать, потому что мы там что-то не проходили совсем. Не хотелось бы врезаться. Немножко отклонились от маршрута, но это не сильно на самом деле. Буквально чуть-чуть объехали. Так, продолжаем движение. Фризы эти, конечно, раздражают. Вероятно, и вас тоже. Так. Потому что выглядит это, конечно, не очень красиво. Я бы сказал, абсолютно некрасиво. Так, кто-то там впереди у нас. Ага. Приветик. Тихо, тихо. Давай, давай, давай. Газ в пол и поехали. Блин, здесь на повороте он еще. Как назло. Отлично. Поехали. Блин, тут еще второй. А, он съехал. Вообще отлично. Я говорю, такие прям... Они и бешеные, с одной стороны, дурные какие-то копы. И... какие-то такие интеллигентные, прям что ли. Ну, итальянские копы, знаешь, мама мия, поперу... Вот это не мои слова, подожди. И я в трафик врезался. Окей. Выполняем это задание. И можно отправляться домой. Давай, 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 давай. Ну куда ты? Ну ладно, нормально. То, что бампером стукнулись, это вполне себе спокойно. Это спокойно, что в плане... это в порядке вещей. Это нормально. Хорошо, проскочили. Я хотел красиво проскочить, но красота и я — это вообще разные вещи. Поэтому вот так. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. Тут слишком поспешили. Надеюсь, мы подвеску повредили. Но меня тянуло влево. Это не я вывернул, это меня тянуло влево. Проеду. Отлично, проскочили. Хорошо. Все, давай. Путь небольшой. Пусть и немножко сложноватый. Чуть-чуть, с небольшими сложностями. Так. Хорошо. Я просто, конечно, думал, что он может мне в бок прилететь. Так, вот скамейки, насколько помню, тоже имеют коллизию, поэтому крайне хорошо, что я не зацепил ее. Так, хорошо. Пролетаем. Отлично. Трафик, пожалуйста. Мне бы тут как-то... Спасибо, трафик, конечно, что ты такой медленный. Я думаю, ты мог там и на более высокой скорости проскочить, но да ладно. Трафик есть трафик. Здрасте. Идите в задницу, пожалуйста. Продажные копы. Так. Трафик, здрасте. Блин, где мне тебя здесь объехать? О, спасибо, что сместился чуть-чуть вправо. Прям вообще отлично. Будто бы знают, куда я еду. Кто, вернее, едет за рулем этого автомобиля. Хотя пока еще никто не знает, окей? На самом деле это хорошо. О, это было близко. Где-то слышу. Ой! Это тайм-код, пожалуйста. Тихо, тихо, тихо. Блин, ну мы ему бампер повредили. Это вообще не то, что нам нужно.
А все так хорошо складывалось. Мы даже копа перелетели. Тихо-тихо, скорость большая. Я говорю, из FPS непонятно ничего. Какая скорость у меня? Плюс эти фрезы. Сложновато. Сложновато. Может быть, я отмазываюсь. Может быть, я просто криворукий. Кто знает, кто знает. Но это действительно сложно, когда ты скорость не можешь понять, с какой скоростью ты несешься. Не-не-не-не-не. Ну что такое? Все, я начал ошибаться. Крайне много ошибаться. Помнишь первые серии? По 20 минут где-то шли. Ты чё заглох-то? По 20 минут шли. Мы буквально приезжали крайне быстро. Конечно, первый маршрут был крайне простой. Вот, ну, неприятный фриз был. Неприятный. Тихо, 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 тихо. Тут было бы проще притормозить. Потому что... Все нормально с подвеской? Все нормально с подвеской. Объезжаем тебя, пожалуй. А то просто они без спецсигналов порой вылетают. И крайне сложно понять, сейчас они гонятся за мной или нет. Трафик, ну трафик, ладно, проедем здесь. Просто там трафик был прям... Я не проходил бы там по скорости. Тихо, 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 тихо. Ой-ой-ой-ой-ой. Хорошо, отлично, отлично прошли. Нет, я зря здесь ручника зажал. Трафик, трафик, пожалуйста, трафик. Спасибо, что меня пропускаешь. Нет, серьезно, прям классно, конечно, что так трафик себя ведет, будто бы действительно живой. Понимает, что я несусь, да? Кто-то вот пропускает меня, а кто-то... Так. Давай мы тебе как-то отправим в дерево, потому что, ну, ты нам тут сильно мешаешь. Тихо, мы здесь пройдем. Могли пройти. Подожди, а с подвеской все окей? С подвеской все окей. Все, продолжаем путь тогда. Продолжаем путь, потому что все окей с подвеской, значит, все можно... А вот сейчас этот удар был лишний. Этот удар был лишний, потому что я повредил правое переднее колесо. Хорошо. Я тебя понял. Я тебя понял. Главное, не включаем закись азота. Не забываем про это. Во-первых, потому что нам нужно довести машину с этой закисью азота, чтобы были доказательства. Во-вторых, она нам ни к чему. Зацепил трафик. Это было крайне тупо, я понимаю, да. Зеркало ни к чему оно нам. Зачем нам смотреть назад, когда мы несемся с такой скоростью вперед? Так, тихо. Хорошо, хорошо, хорошо. Слушай, мне даже, наверное, больше раллийные нравятся. Автомобили полноприводные, ими так интересно управлять, но хотя, опять же, я катался не на запись в Бимке, на дрифт-карчах, и на них тоже очень интересно управлять. Ими очень интересно управлять. Поэтому, может быть, когда-нибудь, может быть, это не значит, что точно. Не значит, что точно, потому что я еще не уверен. Просто говорю, что может быть, когда-нибудь мы с тенью угоним и дрифт корч какой-нибудь. Это было бы, конечно, сложно, ужасно. Потому что дрифтить от полиции это что-то с чем-то. Тихо. Нормально, 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 нормально.
Главное, что все по технической части живо, у нас спойлер трясется. Ужас, как его мотает, посмотри. Разрешите проеду? Спасибо. Тихо. Отлично. Тихо, 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 тихо. Чуть-чуть разболтала. Я мог проехать, но я не проехал. Так, все. Берем все в свои руки. Ну да, до этого же я ногами управлял. Вот. И выполняем это задание буквально сразу же. Так, поехали. Слушай, никого. Где весь трафик? Он где-то очень далеко заспавнился только. Вовремя мы вскрылись. Слушай, тихо, 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 тихо. Ну вот куда... Ну вот куда он без этих вырулил на меня? Без спецсигналов. Ужас какой-то. Ужас. Так, хорошо. Хорошо. Тихо, 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 тихо. Отлично. Благо нам подвеска позволяет такое провернуть. Вот это был фриз неприятный. Крайне неприятный фриз. Блин, эта серия как и предыдущая. При том, что в предыдущей просто было очень много извилистых поворотов. Неприятных. И был задний привод, где мы, собственно, буксовали крайне много, из-за чего максималку было крайне трудно развить. Я либо не зацепил скамейку, либо она все-таки прозрачная. Но да не будем обращать на это внимание. Ну трафик, ну трафик, ну трафик. Интересно, тут авария произошла. Так, хорошо. Хорошо, в этот раз прям отлично со скоростью. Отлично. Это лишь одна из проблем. Нам же нужно еще без хвоста доехать. Подожди, это сейчас... Стой, 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 стой. Это сейчас зеркало трафика отвалилось? Потому что мое зеркало точно осталось на... Трафика нет. Давай сделаем вид, что ты этого не заметил, да? Ну так, немножечко. Потому что и так уже довольно долго едем. Просто, ну... Сделаем вид, что этого не было. Приснилось. Блин, это не моя фраза, я ее сказал. Так, здрасте. Где мне тебя объехать? Ты ж можешь одно вырулить на меня. Разогнался он. Надо бы тоже немного газа дать. Отлично. Так, хорошо. Мы уже близки. Близки к нашей цели. Тихо, 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 тихо. Тут поворот резкий. Не зацепили никого. Ё-моё. Опа, вы что творите? Отлично, отлично, отлично. Проезжаем, проезжаем, проезжаем. Мы здесь можем сократить немножко. Благо подвеска нам это позволяет.
Так. Так, 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 так. Уже близки как никогда. Бампер тут. Боже, ты посмотри, что они творят. Ужас какой. Так. Не-не-не-не-не-не-не. Не-не-не, не надо за мной ехать. Пожалуйста, слезьте с моего хвоста. Так, снова въезжаем в город. Тихо-тихо. А, нет, мы же здесь уже доезжали, точно, мы же до города доезжали. Все отлично. Все отлично. Все супер. Все супер. Все супер. Мы приехали. Мы приехали к механику. Все, давай, 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 давай. Все, глушим. Ой-ой-ой, какая авария средь бела дня. Ай-яй-яй. В смысле вы арестованы? В смысле вы арестованы? Мы приехали уже, все. Мы доехали до механика. Что тебе нужно? Уезжай давай, коп. Да. Я не знаю, что мы считаем это за выполнение или нет, потому что, по сути, мы уже уехали. Нам нужно было доехать до механика в этой серии. Механик все-таки человек свой. Поэтому, ну, я, честно говоря, даже не знаю. Тут нам нигде бы все равно спрятаться было бы негде все равно. Тут мы прям припарковали автомобиль. Я думаю, что да, мы это засчитаем. Опять же, в правилах есть скрыться, но не в данном случае. В данном случае это человек нашего дона, поэтому здесь никто конфликтовать не будет. Здесь уже все, здесь уже поздно что-либо делать. Для нашего мафиозника. Вот. Ну что ж, мистер Пиколини, Пармезан Филатович. В общем, посмотрите эту машинку. Наши ребята вас поохраняют, чтобы никто вас не донимал. Никакая полиция, ничего. В общем, да, посмотрите. Есть подозрение, что там закись азота. Ну, я думаю, вам передали уже. Что ж, ладно, мы тем временем отправляемся в машину нашего босса. Да, это не... Именно поэтому я и не уточнил в начале серии, это не неприметная тачка. Это машина мафии. Поэтому она как раз таки самая приметная. Она как раз самая приметная, что может быть. Поэтому, да. Надо было уточнить это в начале серии. Но в любом случае, спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, ты уже все сделал, что требуется, да, там. Нажал лайк, подписался, оставил комментарий. Что ж, ну спасибо тебе за просмотр. Всем удачи. Всем пока-пока.